bizni do'stligimizga o'rtoq hammani qarshi keladi. Do'stlar yo'g'ingda do'st, yiqilgan chog'ingda do'st, bemor bo'lsang holingdan xabar olsa shunda do'st. Футболисты из Узбекистана творят историю прямо на наших глазах. Аббасбек Файзулаев и Абдукадир Хусанов встретились для того, чтобы вместе со сборной Узбекистана по футболу прорваться на чемпионат мира 2026 года. Никогда эта сборная не участвовала на таких крупных турнирах, и вот, похоже, этот час настал. Аббасбек Файзулаев и Абдукадир Хусанов являются самыми знаменитыми футболистами не только Узбекистана, но и, пожалуй, всей Азии. Эти парни встретились не просто так, они соединили свои силы, чтобы в очередной раз всем доказать, что их не зря считают лучшими футболистами. Узбекистан попал в группу к Ирану, Гонконгу и Туркменистану. Узбеки прошли дальше, они дважды поделили очки с персами и одержали 4 победы над остальными соперниками. Без каких-либо проблем сборная Узбекистана прошла дальше. Но с Ираном они уже сыграли в ничью. Несмотря на это, все футбольные критики пророчат стопроцентный выход сборной Узбекистана на чемпионат мира. Северная Америка уже ждет. Мы уже делали отдельные видео про Аббасбека Файзулаева и Абдукадира Хусонова. Но сегодня эти звезды международного уровня встретились в одном ролике для того, чтобы порадовать всех своих фанатов. Как вы знаете, оба футболиста играют за пределами своей страны. Один играет в Европе в Манчестер Сити, другой выступает за московский топ-клуб. Несмотря на то, что это два разных футболиста, на то, что они играют на разных позициях на поле и играют в разных стилях. Несмотря на это, этих двух молодых звезд постоянно сравнивают. И это неудивительно, ведь они единственные на данный момент времени, кто смог проявить себя в заграничных командах, а также показать хороший результат в сборной Узбекистана. Кстати, если вы не знали вдруг, эти два талантливых человека являются друзьями. Они уже неоднократно высказывались друг о друге в разных интервью. Аббасбек Файзулаев в своем интервью рассказал о том, что когда они с Хусановым приезжают для выступления за сборную команду, в это время они даже живут вместе. Футболист сказал о том, что они часто общаются друг с другом. Вот что сказал о своем коллеге Файзулаев, цитата: «Могу сказать, что у него дела идут хорошо. Понятно, сложно проявить себя в одном из самых сильных чемпионатов, к тому же еще и в Манчестер Сити, но я уверен, что у него все получится». Прекрасные слова о своем друге, я считаю. Также Аббасбек заявил о том, что старается смотреть каждый матч с участием Хусанова. Также футболисты переписываются после окончания своих матчей. Мы все гордимся Абдукадиром и следим за его достижениями. Весь Узбекистан за него переживает, добавил Файзулаев. Друзья, конечно же, вам всем стоит понять очевидный факт. Эти два футболиста являются будущим футбола всего Узбекистана. Они уже сейчас творят историю. Они не только развивают свою собственную карьеру за рубежом, но и развивают футбол и спорт в своей стране и других странах. Маленькие дети смотрят на них и повторяют за ними. Они стали настоящими кумирами для миллионов детей и подростков из Узбекистана, Азии, России и многих стран мира. Плюс ко всему эти спортсмены дружат. Они прикладывают прямо сейчас общие усилия для того, чтобы их сборная попала на самый престижный турнир мира. Но, конечно же, для всех тех людей, кто их постоянно сравнивает, мы подготовили параметры и обсудим этих футболистов отдельно каждого. Специально для вас мы это сделаем. Если мы возьмем Абдукадира Хусонова, то сразу можно отметить его мощный и быстрый подъем в его футбольной карьере по всем фронтам. Этот парень удивил всех, и за ним сейчас наблюдает весь Узбекистан. Во-первых, как только он перешел за известный английский клуб, он быстро стал показывать в нем хорошие результаты. Хусанов был признан лучшим игроком Манчестер Сити в феврале. Именно благодаря Хусанову очень многие футбольные фанаты из Узбекистана стали наблюдать за английской премьер-лигой.
Он делает английский футбол популярным в своей стране, при этом он также делает узбекский футбол популярным в Европе. Этот парень однозначно привлек очень большое внимание ко всему Узбекистану в целом. Многие болельщики начали интересоваться этой страной, узнавать о ее культуре и истории. Поэтому Абдукадира Хусанова можно с уверенностью назвать послом узбекского наследия. Это очень важно. Люди должны говорить о своей стране и знакомить с ней других людей. Это мой папа. Салам алейкум. Если же мы будем говорить про Аббасбека Файзулаева, то здесь также можно отметить его стремительный подъем в новом клубе. Как только он перебрался из Узбекистана в московский клуб, он быстро заявил о себе как о сильном игроке. Этот парень привлек к себе внимание всего российского футбольного мира и уже не раз становился лучшим игроком команды. Он стал новой звездой знаменитого московского армейского клуба. Также стоит заметить, что Аббасбек сделал так, что у его клуба очень сильно прибавилось фанатов, ведь благодаря именно ему очень многие жители Узбекистана стали пристально следить за игрой клуба, за который выступает их любимый футболист. Также очень много узбекских болельщиков начали приходить на матчи команды. Так что однозначно можно заявить, что этот парень привлек новую аудиторию своему клубу. Если вы хотите сравнить физические данные этих двух футболистов, то мы также можем это для вас сделать. Тут очевидно превосходство Хасанова, ведь он намного мощнее по габаритам, чем Файзулаев. Хусанов очень быстрый в скорости, а также он высокий игрок и может работать на втором этаже. Файзулаев, на мой взгляд, более техничен на поле, но он не так атлетичен. Кстати, бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил в интервью, что они упустили Хусанова как игрока. Также Семин высказался о том, что он не удивлен тому, что Узбекистан точно выйдет на будущий чемпионат мира, потому что сейчас за эту команду выступают очень сильные игроки, которые играют в разных странах мира за хорошие клубы. Также тренер из Черногории Миадрак Радулович заявил, что Узбекистан демонстрирует отличную игру и заявил о том, что Абдукадир Хусанов, Аббос Файзулаев и Элдар Шамуродов являются настоящими лидерами команды. Ну и, конечно же, стоит отметить тот факт, что и Файзулаев, и Хусанов благодаря своим мощным игровым результатам стали очень дорого стоить. Если Файзулаев сейчас оценивается в 6 миллионов евро, то Хусанов стоит космические 35 миллионов евро. Если вы хотите сравнить физические данные этих двух футболистов, то мы также можем это для вас сделать. Тут очевидно превосходство Хасанова, ведь он намного мощнее по габаритам, чем Файзулаев. Хусанов очень быстрый в скорости, а также он высокий игрок и может работать на втором этаже. Файзулаев, на мой взгляд, более техничен на поле, но он не так атлетичен. Кстати, бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил в интервью, что они упустили Хусанова как игрока. Также Семин высказался о том, что он не удивлен тому, что Узбекистан точно выйдет на будущий чемпионат мира, потому что сейчас за эту команду выступают очень сильные игроки, которые играют в разных странах мира за хорошие клубы. Также тренер из Черногории Миадрак Радулович заявил, что Узбекистан демонстрирует отличную игру и заявил о том, что Абдукадир Хусанов, Аббос Файзулаев и Элдар Шамуродов являются настоящими лидерами команды. Ну и, конечно же, стоит отметить тот факт, что и Файзулаев, и Хусанов благодаря своим мощным игровым результатам стали очень дорого стоить. Если Файзулаев сейчас оценивается в 6 миллионов евро, то Хусанов стоит космические 35 миллионов евро. Это самые дорогие игроки из Узбекистана. И хочется сказать, что, конечно же, они заслужили такие суммы своим стремлением и трудом. Кстати, на третьем месте по стоимости расположился Элдар Шамуродов, также известный узбекский футболист, который сейчас выступает за итальянский футбольный клуб «Рома». Его ценник составляет 5 миллионов евро. Друзья, а теперь я хочу, чтобы каждый, кто сейчас смотрит это видео, поставил его на паузу и в комментариях написал фамилию того игрока, который больше ему по душе.
Или же вы можете написать сразу две фамилии, если не хотите разделять и сравнивать этих футболистов. Обязательно оставьте свое мнение в комментариях. Не забудьте поделиться роликом с друзьями, пусть они также напишут свое мнение под видео. Обязательно посмотрите наши отдельные видео про Хусанова и Файзулаева, в них вы узнаете много интересных фактов из жизни каждого из этих футболистов. Чтобы больше никогда не пропускать наши свежие и интересные видео, не забудьте подписаться на наш канал Азия Фильмс. Мы делаем фильмы и видео про главных людей и события азиатского мира и не только. С вас лайк, с нас новый ролик. Также вы можете поддержать нас, став спонсором канала за любую сумму. Спасибо, что вы присоединяетесь к нам. До встречи в новых роликах.